Всем здорово, народ! Парочка человек на бусте попросила меня записать видос с подробным разбором всех способностей Unholy DK для новичков. Поэтому сегодня мы этим займемся. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. То есть у нас получается ситуация. Пацанчик прокачал себе ДК, посмотрел мой PvP-шный гайд по настройке интерфейса, все красивенько, классненько настроил, но он не знает, какие способности нажимать, что зачем идет, какая ротация, что для чего используется и так далее. Поэтому сегодня будем рассматривать. Думаю, тогда мы сейчас залезем прямо в книжку заклинаний, пройдемся по каждой способности, но для начала быстренько покажу билдачок. Опять же, гайд у меня присутствует, если кому интересно подробнее. Значит, смотрите, из ветки нечестивости мы используем все способности, кроме способности воскрешения союзника. Для PvP это нам не надо, на арене это не работает, это не то, что мы используем. Поэтому из ветки Unholy мы данный спелл не используем, все остальное у нас на панели должно находиться. Ветка льда. Здесь также мы используем все способности, кроме способности уничтожения. Почему так? Во-первых, она дублирует, по сути, по стоимости, одна руна нечестивости, одна руна льда, нашу другую способность, которая называется удар плети. Но при этом данная способность диспелит с противника наши дотки. То есть мы заразили цель болезнью раз, болезнью два, нажали уничтожение, а болезни нету. Все, основная суть Анхолика потеряна. Мы хотим, чтобы наши болезни максимально долго на цели находились, чтобы их никто не диспелил, а данный спелл будет нам руинить всю нашу суету, поэтому мы его не используем. Из ветки крови мы также используем абсолютно все, кроме заклинания «Темная власть», но есть одна фишка. Значит, смотрите, когда мы используем заклинание «Темная власть», мы входим в бой. Вообще, эта способность ПВЕшная, она агрит моба, таунтит на нас, вызывает, в общем, повышенный уровень угрозы. Я тебе ебальник набью. И так далее. Но при этом она вводит нас в бой. То есть вот я сейчас вне боя, нажимаю «Темную власть», я вошел в бой, все. Соответственно, можно использовать это для нескольких моментов, особенно когда мы играем против разбойника. Если вам не впадло, можете поставить себе ее на панель, забинить какую-нибудь кнопочку отдельную и периодически использовать для того, чтобы войти в бой. В чем преимущество использования данной способности? Она не триггерит глобальный кулдаун, она не вызывает у нас, соответственно, вот эту задержку перед применением следующей способности. То есть, если мы, например, нажимаем ледяное прикосновение, у нас появляется вот такая вот задержка на применение следующей способности. И для всех других практически спеллов также этот глобальный кулдаун присутствует. На заклинание «Темная власть» глобального кулдауна нет. Мы можем моментально после применения данной способности нажать другую. Это первый плюс. Второй плюс, она не тратит ни одну руну вообще, она абсолютно бесплатная в касте, и при этом дальность действия 30 метров, что довольно много. То есть у того же ледяного прикосновения 20 метров. У хватки смерти 30 метров, но использовать грипп, чтобы войти в бой, это вообще не то, что мы хотим. Лучше использовать данную способность более эффективно. Поэтому, да, заклинание «Темная власть» как такой спелл, чтобы войти в бой, очень даже неплох. Я его себе не замбиндил нигде, но я его использую в макросе. У меня есть макрос на перерождение, на наш Личборн. Как работает мой макрос? При нажатии на кнопочку мы кастуем перерождение. При этом также кастуется заклинание «Темная власть» по нашему таргету дополнительно. На одну кнопку это все происходит. И при повторном нажатии на наш макрос аура перерождения сбрасывается. Это чтобы нас не подстанили ни паладины, ни присты. Но опять же, это я все в гайде рассказывал. Соответственно, допустим, мы играем против разбойника. Разбойники пока противник находится вне боя, могут его ошеломить, засапать. В общем, выдать довольно неприятный контроль, который очень долго длится, и его, не хочется тринковать, его нельзя тринковать. И чтобы такого не случилось, обычно за Анхолика как мы делаем? Мы бежим чуть вперед, нажимаем заранее перерождение, потому что пока мы нежить, нас также нельзя засапать, также нельзя оглушить, и при этом в макросе у меня еще кастуется «Темная власть». То есть вот это будет выглядеть следующим образом. Нажимаю, допустим. Оп, макрос. У меня и перерождение кастуется, и в бой я уже вошел. За счет того, что у меня просто в макросе прописана «Темная власть». Нажимаю еще раз, аура сбрасывается. Вот, поэтому да, если вам не впадло, можно забиндить себе отдельную кнопку и использовать «Темную власть» для создания условий, чтобы войти в бой. Можно через макрос использовать, как я это делаю. В целом, особо больше нам нигде «Темная власть» не нужна. По способностям прошлись, про то, что мы не используем, я рассказал. Теперь давайте поговорим, наверное, про руны. У нас опять же 2 руны крови, 2 руны льда, 2 руны нечестивости. Они имеют отдельный кулдаун, каждая свой. То есть, если мы потратили одну руну льда, а потом использовали вторую руну льда, видите, у них свой отдельный таймер, свой отдельный кулдаун имеется. И также это для каждой руны работает. Соответственно, на что наши руны тратятся? Сначала давайте поговорим про способности, которые тратят только одну руну отдельную. Например, руны крови у нас на что тратятся? На мор, на кровавый удар, на вскипание крови и на удушение. Значит, практически всегда как минимум одна руна крови тратится у нас на использование способности мор, потому что с символом она обновляет время действия болезни, которые мы накидываем на наш таргет. То есть мы там заражаем цель болезнями раз-два, и потом в момент боя мы нажимаем мор,
и обновляем время действия наших болезней. Все, одну руну крови мы потратили. Но у нас также имеется вторая руна крови. Нам же нет смысла 2 раза подряд нажимать мор. Нету смысла. Поэтому будем тратить ее куда-то еще. И вот здесь у нас уже есть развилка. Мы можем использовать кровавый удар, можем использовать вскипание крови. Кровавый удар — самая слабая способность, которая есть у ДКшника. Она дамажит всего лишь 40% урона от оружия, плюс небольшой дополнительный урон. В общем, в чем суть? Если у вас мощная двуручная пушка по типу Шемки, я не знаю, Бринтроля и так далее, то использовать кровавый удар смысл, очевидно, есть. Но если у вас пушка слабая, у вас и так способность мало урона процентажно наносит от оружия, да? И при этом у вас еще и пушка сама очень мало дамага наносит, и по итогу дэмэджа будет очень и очень мало. Соответственно, если у вас мощная пушка, используем кровавый удар. Если у вас пушка слабая, то лучше, наверное, нажать все-таки вскипание крови, потому что этот спелл наносит урон не физический, не от оружия, а просто магический дэмэдж. Значит, если противник использует какой-нибудь резист по типу войны нажимают парирование, да, или еще что-нибудь, также нет смысла использовать кровавый удар, лучше нажать вскипание крови, потому что оно в парирование не улетает. И если нам нужно ауешно кого-то зацепить, например, бегает разбойник в инвизе или кошка в инвизе бегает, и мы понимаем, что она примерно где-то рядом, нажимаем вскипание крови, и цель коцнется, если она будет находиться в радиусе действия, так мы ее спалим из инвиза, это работает, поэтому да. Соответственно, вот на это тратим руны крови. Но при этом всегда важно в уме держать то, что у нас удушение стоит 1 руну крови. Этот каст не бесплатный, а способность очень важна. Немота кдэшится 2 минуты, поэтому мы хотим ее использовать максимально эффективно всегда, не хотим ее проебать, это точно. Никогда мы такого не хотим допустить, поэтому нужно всегда в голове понимать, что вот мы, допустим, туннелем какой-нибудь таргет, и где-то всегда бегает хиллер, на которого мы хотим использовать наше удушение. Если вы в ситуации находитесь, когда вы бьете какой-то таргет, допустим, вот вы его туннелите, вы его дамажите, вы нажали в него мор и понимаете, что где-то сейчас вам нужно будет закинуть немоту в лекаря, вы не используете вторую кнопку, которая тратит руну крови, а просто ждете. И когда противник, лекарь, начинает кастовать какое-нибудь исцеляющее заклинание, закидывайте туда немоту. Но при этом у нас есть способность, которая называется кровоотвод, и действует она каким образом? Мгновенно восстанавливает нам руну крови, не вызывает глобальный кулдаун и делает эту руну крови руной смерти. По сути, восстанавливает нам руну, которую можно использовать на все, что угодно. И зачастую именно комбинация кровоотвод плюс удушение нам помогает. То есть мы, например, дамажим какой-то таргет, задамажились, потратили все руны крови и понимаем, что вот прямо сейчас нам нужно выдать удушение в нашего лекаря. Мы нажимаем кровоотвод, нажимаем удушение. Все. Это вас спасает. Поэтому да, если у вас кровоотвод на кулдауне, тогда точно оставляйте себе 1 руну крови на использование удушения. Если в целом кровоотвод вы еще не использовали, можете спокойно нажимать и мор, и вскипание крови, все что угодно. И помните, что вот если нужно будет выдать немоту, кровоотвод плюс удушение, все, спокойненько все работает. Также 1 руна крови будет использована, если мы захотим включить себе стойку крови, то есть власть крови, но в PvP мы этого не делаем вообще никогда, поэтому да, это нам не так актуально. В любом случае мы бегаем всегда во власти нечестивости, и если нужно подсейвиться, или нас пробивают, мы клацаем власти льда. Власть крови мы не используем. Теперь переходим на руны льда и посмотрим, какие способности у нас тратят именно 1 руну льда, не больше. Это способность ледяные оковы и ледяное прикосновение. Концептуальное отличие здесь какое? Как ледяные оковы, так и ледяное прикосновение накидывает на наши таргеты озноб, нашу болезнь, это понятно. Но при этом ледяные оковы замедляют таргет, а ледяное прикосновение наносит дэмэдж моментальный. Не от доток, а вот именно просто в моменте бэмс, вот у меня 2200 вылетело с ледяного прикосновения. Вообще 90% боев мы начинаем именно с ледяных оков, потому что замедление это очень мощно. Ледяное прикосновение, да, дамажит, но не то, чтобы какие-то баснословные цифры оттуда вылетают, и это не так эффективно, мы всегда хотим лучше замедлить цель, чем нанести немножечко больше дэмэджа. Но, когда мы играем против классов, у которых есть диспел, использовать ледяные оковы, по сути, бесполезно, потому что если против нас играет опытный паладин или опытный прист, когда мы нажимаем оковы, а он знает, что мы первой способностью будем нажимать оковы, он сразу же клацает диспел, и это замедление с себя сбрасывает. Поэтому против паладинов, против пристов, в общем, против всех классов, у которых есть диспел, мы используем ледяное прикосновение в начале боя. Против всех других классов используем ледяные оковы. И вообще всегда, если есть выбор ледяные оковы или ледяное прикосновение, приоритетно мы выбираем ледяные оковы. Потом, по ходу боя, в середине и так далее, мы уже можем использовать ледяные оковы всегда и повсеместно, потому что замедление, опять же, колоссальное. И как работают ледяные оковы? Когда мы накидываем на цель замедление, оно максимально эффективно именно в самом начале.
вот как только мы накинули оковы, максимальное замедление в 95%. А потом она начинает ослабевать. Каждую секунду на 10%. И даже если противник где-то в середине боя, да, увидел, что мы накинули оковы, у него все равно будет задержка там пару секунд перед тем, как он задиспелит эти оковы. Но эти 2 секунды, они уже будут отработаны. Максимальное замедление уже будет опрокинуто, поэтому да. Ледяные оковы все равно используем постоянно. Если же нам нужно вот прям максимизировать дэмэдж здесь и сейчас, вот прям каждая единица дэмэджа на счету, да, тогда используем ледяное прикосновение. Ну и если цель далеко, там вот у нас есть 20 метров дистанция каста, тогда тоже на дистанции носим дэмэдж именно через ледяное прикосновение. Поэтому итог. Практически всегда выбираем ледяные оковы, но если мы играем против диспеллеров и это начало боя, то лучше начать бой с ледяного прикосновения, потом всегда использовать ледяные оковы. Ну и также, соответственно, одна руна льда будет тратиться на переключение стойки, на переключение на власть льда. Власть льда имеет смысл нажимать в 2 случаях. Первый — это когда нас уже пробили, у нас там 30% хп, 20% хп, в общем, маловато, меньше половины, да, мы нажимаем власть льда, у нас увеличивается выносливость, у нас увеличивается броня, по нам уменьшается дэмэдж, в общем, нам гораздо проще выживать, нас гораздо сложнее убить, и нам будет проще вампириться за счет удара смерти, поскольку он хилит нас в процентах, чем больше у нас выносливости, тем больше у нас хп, тем больше в процентах будет отхил. Логично? Логично. В общем, да, когда нас уже пробили, мы клацаем власть льда, и нам гораздо проще выжить. Но второй сценарий — это когда противник нажимает какой-то бурст, и нам в идеале этот дэмэдж немножечко нивелировать и уменьшить. Например, когда вар начинает крутить Blade Storm. Вот он раскручивает свой вихрь клинков, вы понимаете, это очень больно по нам будет бить, мы просто спокойно клацаем власть льда, и дэмэдж от этого вихря уже не будет такой высокий, он будет чуть поменьше, нам будет проще, опять же, это потом в будущем захилить. Ну и руны нечестивости. Опять же, практически всегда мы бегаем во власти нечестивости, это максимально эффективная для нас стойка в PvP, чтобы наносить дэмэдж, она ускоряет нам скорость передвижения, атаки, восстановление рун и так далее. В общем, не клацаем власть крови никогда в PvP, власть льда клацаем, когда нужно пережить дамаг или захилиться. Соответственно, на что еще тратятся руны нечестивости? На удар чумы. А удар чумы мы используем, чтобы заразить нашего противника второй болезнью и при этом еще замедлить его. Но замедлить уже не дебафом как бы на конкретный таргет, а лужей, которая раскидывается под противником. То есть вот мы ударили манекен, у него появилась вторая болезнь и при этом раскинулась лужа. Все противники, не только тот, которого мы коцнули, а все противники, кто заходит на территорию данной вот лужи, будут замедлены на 50%. И данные лужи могут быть раскинуты в нескольких местах. Они, по-моему, 20 секунд существуют. Поэтому, да, неограниченное количество вот таких вот замедляющих луж мы можем раскинуть, пока деремся с нашими оппонентами. Плюс ко всему, одну руну нечестивости стоит наш костяной щит. У него есть пара фишек. Во-первых, мы увеличенный дэмэдж, пока он действует, наносим. То есть, если вы посмотрите описание уменьшенное, то здесь только написано, что уменьшен урон на 20%, но при этом это не полная информация. Мы также еще носим дополнительный дэмэдж, пока хотя бы один заряд этого костяного щита работает. Плюс ко всему, если мы говорим про арену, есть смысл нажать данный баф до начала схватки, потому что при старте арены он не пропадает. Соответственно, мы пробафались, можно немножко подождать в этом предматчевом лобби, пока у нас таймер там до секунд 10-15 не опустится. И после этого принимать готовность, и когда вы вступите на арену, у вас будет баф, и при этом уже откадешенный костяной щит, который вы можете сразу прямо во время боя нажать. Если хотите прям максимально эффективно его использовать, опять же, есть смысл нажимать его под вражеские бурсты. Но в целом можно нажимать его также и просто по кулдауну. То есть, если вы видите, что он у вас откадешился, то просто клацаете и ждете отката, когда он в следующий раз будет к вам доступен. Зона антимагии также стоит одну руну нечестивости. Дополнительный сейв, который есть у ДКшника, кэдэшится 2 минуты, довольно долго и неприятно, можно использовать в любой момент, когда пробивают у вас или ваших тиммейтов. Если вы понимаете, что у противника много магии, и вам нужно этот магический дэмэдж как-то вот сократить, просто клацайте зону антимагии там, где она нужна. Если пробили вас, просто под себя ее ставите. Если пробивают вашего тиммейта и много его магии бьют, просто подбегите к нему где-нибудь поближе, нажмите зону антимагии, чтобы он тоже в ней постоял, посейвился. Неплохой такой спельчик, который позволяет некоторый дэмэдж все-таки забрать на себя. На моем бусе находится уже больше 30 видосов, из которых 10 это гайды на различные спеки и классы. Также имеются гайды по моим PvP-шным аддонам и настройкам интерфейса. Причем контент на бусте я записываю как по 3.3.5, так и по актуалу. Все видосы и гайды структурированы и находятся в разделе об авторе с прямыми ссылками на них. И все это вам будет доступно по подписке, которая в месяц стоит дешевле, чем кружка кофе. Поэтому переходите, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. Ну и теперь говорим про способности, которые используют совмещенные руны, то есть несколько разных. Например, лужа. Наша смерть и разложение, ее мы используем
довольно редко, но все равно есть смысл. Во-первых, чтобы спалить инвизера, что логично. Когда мы играем 1x1 или там даже 3-3, лишний раз можно опрокинуть куда-то лужу и спалить либо разбойника, либо друида. Это будет максимально полезно и эффективно, если вы попадете. Да, тратится каждая руна, и одна руна крови, одна руна нечестивости, одна руна льда, но если данное попадание произойдет, то это вам уже какое-то преимущество на арене выдаст. Плюс ко всему, вам же не обязательно после этого сразу бежать в бой. То есть вы можете раскинуть лужу, убежать за пиварщик и подождать немножко, пока у вас руны откдешатся. Это не так уж и долго. Плюс ко всему, если вы играете, например, арену 3-3 и понимаете, что бой происходит в таком кучном формате, когда все противники очень рядом находятся, не ошибка на 3 оппонентов раскинуть лужу. Потому что на самом-то деле, если они все вот эти противники будут под ней находиться, дэмэджа суммарно будет очень много. Удар плети и удар смерти. Оба данных сплат тратят одну руну нечестивости и одну руну льда, но удар плети больше дамажит, а удар смерти нас хилит. При этом немножко жертвуя дэмэджем. То есть, если вы понимаете, что ситуация на арене максимально человая, спокойная, у вас есть лекарь там где-то за спиной, которого никто не контролит и так далее, вы можете просто упороться в дэмэдж, тогда да, тогда мы используем удар плети. Но если вы где-то залосали своего лекаря, или понимаете, что у противников скоро откадешатся их там контролящие кнопки и так далее, и у вас при этом не full хп, то я бы все-таки рекомендовал дамажить противника ударом смерти, потому что дэмэджа все равно он наносит солидное количество, хоть и поменьше, чем удар плети, но при этом он вам регенит огромное количество хп каждой тычкой, если цель, конечно, под вашими болезнями находится. Теперь поговорим про способности, которые тратят не руны, а нашу силу рун. Ну, либо вообще бесплатно в применении, и просто нужно подождать кулдаун. Соответственно, Зимний Горн. Мы его используем вообще всегда, просто по кулдауну. Не так давно вышло обновление, в котором изменили Зимний Горн, и он теперь не вызывает глобальный кулдаун. То есть вы его когда променяете, можно сразу же нажать другую способность, не выжидая глобальный кулдаун. И это на самом-то деле довольно солидный баф. Теперь можно Зимний Горн просто прописать в каждую свою способность через макросы, если вам так угодно. Просто, мне не составляет труда нажать его дополнительно, да, просто клавишей. И использовать, все, никаких минусов нету, вы просто постоянно будете регенить себе дополнительную силу рун, просто будете ее чуть-чуть накапливать, вот 10 единиц, да, накопили, прямо во время боя клацаете по кулдауну, вот он откадешился, нажали. Хватка смерти используется, чтобы грипнуть к себе соперника, чтобы он был у вас в упоре, вы его просто берете, и вот как вот Скорпион из Mortal Kombat к себе притягиваете. Максимально эффективное использование хватки смерти — это против вражеских кастеров, чтобы сбить им каст, соответственно. Ну, вот, допустим, лекарь. Если у нас на арене встречается, мы можем ему первый каст сбить тем, чтобы гриппом его к себе. Потом мы можем нажать в него там удушение, закинуть в него немоту. Потом можем нажать в него заморозку разума. Потом можем его подстанить по этому. И у нас уже откдешится хватка смерти. Мы еще раз можем от него отбежать и грипнуть его к себе. Заморозка разума. Бесплатная способность. Имеет кулдаун 10 секунд, довольно быстро. И при этом вызывает глобальный кулдаун. Прерывает каст противнику. Здесь все просто, обычный кик. Про перерождение я в начале видеоролика уже немножко говорил, но в чем суть? Мы становимся нежитью, в это время нас нельзя заферять, в нас нельзя закинуть сап разбойника, и мы становимся нежитью. Это дебаф, если мы говорим про паладинов и пристов. Пока мы нежить, они нас могут законтролить. Поэтому в идеале использовать макрос, который по нажатию еще раз при повторном нажатии на данную кнопку с вас диспелит ауру. То есть вы словили эфир, нажали перерождение, сбросили с себя страх и еще раз нажали на перерождение, чтобы сбросить ауру. И вас уже нельзя застанить пристом или паладином. Антимагический панцирь. Максимально конфетная способность для любого рыцаря смерти. Во-первых, полностью поглощает весь магический дэмэдж, который у вас противники закидывают, но также еще не дает противникам накинуть на вас какие-то негативные эффекты. То есть любой магический контроль по типу страхов, я не знаю, стан паладина у вас не будет работать и так далее. Все дотки, которые противники могут на вас накидывать, те же болезни другого ДК на вас работать не будут, пока работает антимагический панцирь. Если на вас накинули дотку, она продолжит висеть, даже если вы нажмете антимагический панцирь, но новую дотку на вас закинуть не смогут. Но это еще не все. Весь дэмэдж магический, который по антимагическому панцирю залетает, конвертируется в нашу силу рун. Это вообще мега имба. То есть, если, допустим, на нас накинули миллиард доток, которые нас магией дамажат, мы клацаем антимагический панцирь, и он не только дэмэдж убирает, но он еще и нам силу рун бесконечно будет регенить. Поэтому антимагический панцирь — это супер имбовая способность, максимально приятная, так еще и кулдаун имеет 45 секунд. Это вообще божественно. Получается, что данную способность мы используем в нескольких сценариях. Первый вариант — это поглотить весь дэмэдж магический. Второй вариант — это не дать нас законтролить. Если мы понимаем, что сейчас какой-то контроль в нас полетит, заранее клацаем антимагический панцирь. Ну и третий — это если нам вдруг не хватает силы рун, можно использовать антимагический панцирь, чтобы эту силу рун дополнительно зарегенить себе в моменте, если на вас много, допустим, магических отрицательных эффектов дамажащих висит.
можно тоже использовать таким вот образом. Призыв Гаргульи – наша основная кнопка, которая имеет огромный бурстовой дэмэдж. Призываем Гаргу, которая будет дамажить наш таргет, на который мы ее вызвали. И чтобы сменить, соответственно, таргету Гаргульи, мы должны использовать способность атаковать у питомца. То есть вот я призвал Гаргу на данный манекен. Если я хочу, чтобы она била зеленого, я должен нажать атаковать именно на питомца. И моя Гарга начинает бить другой таргет. Хочу вернуть, снова нажимаю атаковать сюда. Если у вас питомца нет, то переагрить Гаргулью на другой таргет невозможно. Только с помощью нашего пэта она меняет свой таргет для нанесения дэмэджа. Чем больше у вашего персонажа скорости, тем быстрее будет стрелять Гаргулья. Поэтому, если вы хотите максимально эффективно ее призывать, то нужно призывать ее под все проки на скорость, что у вас имеются. И вот когда они у вас появились, когда у вас бафы на скорость активировались, в этот момент призываете Гаргулью, и вот все время действия, что она будет призвана, она будет стрелять с ускоренным касттаймом. Койл. Конечно же, наш дорогой Койл. Очень мощная кнопка, которая дамажит нереально много, учитывая, что мы прокачиваем его через символы, мы прокачиваем его через талант, и наша сила атаки также влияет на наш магический дэмэдж, в том числе на Койл. И также Койл можно использовать для захила. То есть, если мы бьем нашего противника, накопили какое-то определенное количество силы рун, да, вот прям по максимуму сейчас нас разгоню. Вот у меня вот сила рун, допустим, сейчас 105. Нажимаю 2 раза койл, все, противнику очень больно. И если нам нужно подхилиться в моменте, есть опция также нажать перерождение и закинуть койлы самого в себя. То есть мы клацаем наш Личборн и, допустим, через альт, у меня есть применение к себе через альт, начинаем койлы в себя закидывать. Вот видите, у меня койлы закидываются не в противника, а в самого себя. Это довольно неплохо нас хилит, особенно если мы используем малый символ, который называется символ объятий смерти, то койл становится по цене не 40 силы рун единиц, да, а 20. То есть мы можем в 2 раза больше закинуть себе лицо койлов. Это вообще супер приятно и на самом-то деле хилит довольно неплохо. Незыблемость льда. Спелл, который кэдэшится 2 минуты, но при этом очень даже мощный, очень эффективный сейв. Его нужно использовать с умом. То есть, опять же, мы используем данную способность, либо нас очень жестко пробили, и мы понимаем, что вот если мы его не нажмем, нас и дожмут до конца, до конечной, нас добьют уже финально, либо чтобы нивелировать, опять же, дэмэдж от каких-то бурстов противника. Опять же, пример с Блейдштормом Вара. То есть, когда он начинает крутить Блейдшторм, мы клацаем стойку льда, и при этом еще клацаем, допустим, незыблемость льда. Ну да, вот нужно учитывать, что она стоит, опять же, определенное количество сил рун, то есть 20. И в бою нужно это знать и об этом помнить. Но мы, опять же, в бою с Варом какую-то силу рун будем иметь всегда, поэтому, да, никаких проблем не составит нам клацнуть и стойку льда, и незыблемость льда, чтобы вообще дэмэдж уменьшить по нам максимально эффективно, и тогда точно даже Блейдшторм Вара нас сильно не пробьет. Плюс ко всему, пока мы находимся под бафом от незыблемости льда, нас нельзя застанить, и это очень важно при игре против разбойников, например. Когда вы клацаете незыбку, это 100% для вас шанс стан не словить. Его задоджить, и разбойник не сможет вас именно станом подконтролить. Но все другие типы контроля у вас залетают. Незыбка от этого не спасает, это нужно помнить. Смертельный союз. Способность, которая стоит 40 силы рун единиц, и при этом нас хилит. Мы съедаем нашего вурдалака или съедаем нашу гаргулью. По градации сначала вурдалак, потом гаргулья. То есть, если у вас и гарга, и вурдалак призваны, то сначала съедается вурдалак. Если только гарга, то только гаргулья. Если только вурдалак, то только вурдалак. Логично? Логично. Соответственно, поскольку мы восстанавливаем 40% от своего максимального запаса здоровья, чтобы максимально эффективно нажать смертельный союз, в идеале нажать власть льда и только потом уже клацать смертельный союз, поскольку у нас выносливость больше, хп больше, в процентах захила будет больше. Но при этом помните, что вы съедаете, например, вурдалака, и если мы не нажали стан, то есть смысл нажать этот стан, даже если он прямо сейчас нам не нужен. Лишним не будет, поскольку все равно придется ждать кулдаун на воскрешение мертвых. То есть, о чем я говорю. Вот вас пробили, вы понимаете, все, надо клацать власть льда, и вас бьет вот, окей, манекен с треугольничком, вот он вас бьет, вы нажимаете, ну и у нас еще сила рун имеется, да, вы нажимаете в него стан, и только потом съедаете пэта. Да, стан в моменте вам может быть не нужен, но все равно это стан по противнику, это контроль, это дополнительные 3 секунды времени, а вдруг он тринкет нажмет, тоже будет приятно. Поэтому да, про стан не забываем. И все, и ждете спокойно свои 30 секунд, пока вурдалак откэдэшится. Ну и рунический удар. 20 единиц сил рун стоит данная способность, довольно мало. Пол кайла, по сути. Использовать есть смысл, но только не тогда, когда у вас очень мало силы рун, и вам может ее не хватить на другие способности. Ну, например, у вас всего лишь 30 силы рун, и вот вы можете нажать либо рунический удар, либо незыблемость льда. Ну, конечно, лучше придержать силу рун и в моменте нажать незыбку, если она вам понадобится. В общем, если силу рун
вам хватает в моменте, если у вас ее много, то да. При проке рунического удара нажимаем. Если силы рун маловато, и вам лучше придержать ее на какую-то другую способность, не стоит использовать рунический удар. Лучше придержать на койл, лучше придержать на незыбку и на другие способности, которые требуют силы рун. Ну и, конечно же, взрыв питомца, способность, которая стоит 40 единиц силы рун, так же как койл, так же как смертельный союз. По стандарту кастуется, когда нужно просто бурстовой дэмэдж противника выдать. В идеале кастовать ее также через стан. То есть вы прыгаете к противнику, нажимаете стан пэтом и потом кастуете взрыв трупа сразу же за станом. Потому что у вашего взрыва трупа есть кастайм. Ваш питомец, ваш вурдалак не кастует его мгновенно. То есть вот я нажимаю, идет кастайм, и только потом он взрывается. И как раз таки 3-секундного стана хватает для того, чтобы вашего пэта взорвать, чтобы он успел применить данную способность. В любом случае, после взрыва питомца вурдалак у вас пропадает, то есть стан вы нажать не сможете, и КД у вас на призыв 30 секунд. Поэтому да, нажимаем стан, нажимаем взрыв и радуемся жизни. Теперь поговорим про примерный сценарий боя. Не всегда так мы делаем, но зачастую именно данным образом происходит схватка с противником. Например, это вот, я не знаю, какой-нибудь класс, у которого нет диспела. Мы спокойно начинаем бой через оковы, заражаем его доткой раз, потом подходим в упор, нажимаем в него удар чумы. Все, наша цель заражена 2 дотками, это то, что нам нужно, соответственно, сделать, то, чего нам нужно добиться. Потом мы хотим потратить еще немножко рун, чтобы нам хватило силы рун на использование кайла. И после того, как мы нажали койл, и на нашем противнике висит дебаф нечестивая порча, которая не дает нам диспелить наши дотки, наши болезни, мы уже после этого будем нажимать мор, чтобы обновить время действия наших доток. То есть, по сути, как практически всегда наши бои начинаются. Мы нажимаем оковы, нажимаем удар чумы, потом клацаем, например, удар плети, кастуем в противника койл, и по окончанию времени действия доток, там где-то на 5 секундах, нажимаем мор, чтобы эти дотки обновить. Просто у меня сейчас символа данного нет, но вообще мор обновляет время действия наших болезней. Примерно так выглядит наша стартовая ротация, которую мы используем по противнику. Потом в процессе боя, когда на противнике уже висят все дотки, если у нас full хп, мы используем удар плети, если нам нужно подхилиться, мы используем удар смерти. Они стоят идентичное количество рун, одну руну льда, одну нечестивости, поэтому да. Если у нас хп фулловый, используем удар плети. Когда у нас сила рун достигает практически максимального значения, начинаем спамить койлы. Начинаем спамить койлы, тратим их спокойно, потому что лучше потратить койл и не допускать тех моментов, когда сила рун максимум, и она начинает сверх лимита как бы набираться. Но она не наберет сверх лимита, она просто пропадет, эта сила рун. Поэтому да, если вы понимаете, что у вас скоро будет граница по силе рун, если вы уже ее практически фул набили, то либо используйте койлы, либо, если момент подошел, вы понимаете, что вот сейчас нужно бурститься, тогда мы прыгаем, допустим, к противнику нашим пэтам. Классно, багнутый прыжок. Станем противника пэтом, в это время призываем горгулью, допустим, потом закидываем туда немоту и возвращаем питомца на наш основной таргет. Наша горгулья начинает бить этот таргет, вот противник под немотой. Когда немота заканчивается, если это лекарь, мы гриппом его к себе, сбиваем каст. Допустим, когда он к нам в упоре находится, мы еще можем на него кик нажать, а в это время наш питомец и наша горгулья бьет манекен. Когда вы понимаете, что там противник практически умер, у него осталось чуть хп, можно взорвать питомца, даже если стана нет. Потому что не всегда это будут контролить. Нанесли дополнительный бурстовой дэмэдж, пробили наш таргет, возможно, убили. Руны крови я обычно использую на именно вскипание крови, потому что у меня персонаж с слабой двуручной пушкой. У меня очень мало наносит удар крови, вон сколько там, 1000 дэмэджа, вот 2200 под критом. Это вообще копейки, это единицы. В этом особого смысла нет. Поэтому да, руны крови я не трачу на кровавый удар, я использую вскипание крови. Наношу урон АОЕшно, наношу урон сквозь броню, как бы урон от магии, а не от физики. Поэтому да. Ну и плюс на мор. Одну руну крови я трачу на мор, вторую, допустим, на вскипание крови. Опять же, если у меня на кулдауне кровоотвод, тогда я всегда оставляю себе вторую руну крови на применение удушения, чтобы я смог выдать немоту в момент, когда она нужна, а не с запозданием. Если понимаю, что 3 противника или хотя бы 2 противника очень кучно находятся, нажимаю им под ноги лужу, потому что, опять же, нам довольно много дамажит по нашим таргетам, если они из нее не выбегают. И пытаюсь уже тогда в этой луже как-то играть, замедлять противников, чтобы они из нее не выходили. Например, если этот чувачок нажмет какой-нибудь блинк или убежит, я просто гриппаю к себе в лужу, чтобы дополнительный дэмэдж по нему нанести, да. Из лужи не выпускаем противника, если уже эту лужу постелили. Когда меня пробивают, клацаем власть льда, клацаем смертельный союз, съедаем нашего питомца. Можно нажать перерождение, накинуть себе в лицо кайлы, чтобы дополнительно похилиться также, если нам не хватает хила в моменте. И потом данный баф, ну по сути дебаф в случае престов и паладинов себя диспелим через макрос, чтобы они нас не подконтролили, вот пока мы являемся нежитью. Костяной щит я использую в целом по кулдауну.
не то чтобы под какие-то определенные бурсты противника, хотя можно использовать именно так. То же самое касается незыблемости льда. Если видим, что противник начинает бурститься, клацаем незыблемость льда, остаемся во власти льда, и очень много дэмэджа мы будем просто нивелировать, нас будет гораздо сложнее пробить. Когда бурсты у противника закончились, возвращаемся во власть нечестивости и начинаем более эффективно, быстрее его бить, долбить. Но мор мы не используем во всех сценариях. Если мы играем с локами, если мы играем с охотниками, когда мы используем мор, наши дотки также перекидываются на другие таргеты, на других противников, и это может сыграть против нас, потому что трапа охотника, феры лока, это все сбивается дэмэджем. Поэтому, если вы понимаете, что вы играете с такими контроллерами, мор используем с умом. Усиление рунического оружия. Довольно мощная способность, но вот кулдаун в 5 минут все портит, на самом-то деле. Откэдэшивает нам все наши руны, она делает их активными, и при этом еще 25 сил рун в моменте нам накидывает. Данную способность я использую тогда, когда вот остается совсем чуть-чуть, чтобы дожать противника, у него там 20% хп там, примерно. И вот мне не хватает, у меня когда руны на КД, когда у меня сила рун, в нуле где-то ее не хватает, тогда да. Тогда я использую усиление рунического оружия. Я не использую данный спелл просто в своей бурстовой ротации на старте боя, например. Нет, я использую именно, чтобы дожать противника, которого я туннелю. То есть вот такая вот ситуация иногда бывает. Я потратил все свои руны, потратил всю свою силу рун, и вот сейчас у противника 20% хп. Я клацаю усиление рунического оружия, сразу ему даю 2 плетки в лицо, и обычно этого хватает, чтобы уже добить своего оппонента. Поэтому да, из-за того, что кулдаун 5 минут, данную способность не всегда хочется использовать просто так. И я вот именно ради того, чтобы в моменте добить, дожать своего противника, ее клацаю, да. Для этого она очень сильно подходит. Вот такой вот видос. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Ну а более подробные разборы и гайды у меня лежат на бусте. Всем желаю удачи в PvP, всем прогрессии, всем чао, всем пока.